Вспомните момент, когда вы точно поняли. Человек напротив вас лжет. Внутри все мгновенно напрягается. Хочется перебить его, выложить доказательства и сказать прямо: «Хватит, я знаю правду». Кажется, что так вы возвращаете себе контроль. Но чаще происходит обратное. Как только звучит открытое обвинение, разговор превращается в борьбу. Человек уже не объясняет ситуацию. Теперь он защищает себя. Он может изменить детали, перевести тему, обвинить вас в недоверии или начать доказывать, что вы все неправильно поняли. И чем сильнее вы давите, тем больше пространства даете ему для маневра. Поэтому иногда наиболее сильная реакция на ложь выглядит почти как бездействие. Вы не спорите, не показываете раздражение, не раскрываете сразу все, что знаете. Вы позволяете человеку продолжить не потому, что поверили ему, а потому, что хотите понять, насколько далеко он готов зайти. Сегодня разберем спокойную трехэтапную стратегию, которая помогает не бороться с ложью, а дать ей раскрыться самостоятельно. Но сначала нужно понять, что происходит в голове человека, когда он придумывает историю. Во время обмана ему приходится одновременно выполнять несколько задач. Следить за вашими глазами и выражением лица. Запоминать собственные слова, контролировать голос, придумывать правдоподобные детали и заранее готовиться к неудобным вопросам. Поэтому лжец внимательно наблюдает за вашей реакцией. Если вы нахмурились, замолчали или резко изменили тон, он понимает. Вы подозреваете неладное. После этого человек становится осторожнее. Его ответы делаются короче, а история начинает подстраиваться под ваши вопросы. Но если вы сохраняете спокойствие и будто бы принимаете услышанное, напряжение постепенно снижается. Человек решает, что его версия сработала. Он расслабляется и начинает говорить свободнее. Добавляет подробности, которых вы не просили. Объясняет то, что никто не ставил под сомнение. Это называет время, места и людей. Именно здесь вы получаете главное преимущество. Чем длиннее выдуманная история, тем сложнее сохранить ее неизменной. Для настоящего события человеку достаточно вспомнить произошедшее. Для вымышленного приходится постоянно проверять, не противоречит ли новая деталь предыдущей. Ваша задача в этот момент не разоблачать. Ваша задача слушать и запоминать. Первый этап можно назвать «свободное продолжение». Когда вы чувствуете, что вам говорят неправду, не задавайте агрессивных вопросов вроде «Ты действительно думаешь, что я в это поверю?» Такая фраза сразу выдаст ваши подозрения. Лучше использовать нейтральные вопросы. И что произошло потом? Как вы в итоге решили эту проблему? Кто еще там находился? Интересно. Расскажи подробнее. Вопрос должен звучать спокойно, без иронии и скрытой угрозы. Представьте, что коллега утверждает, будто весь вечер работал над важным отчетом. Вы уже знаете, что он ушел из офиса гораздо раньше. Но вместо обвинения спрашиваете: а с какой частью отчета возникло больше всего сложностей? Теперь человеку приходится расширять свою версию. Возможно, он расскажет, что задержался до 9 часов. Потом разговаривал с клиентом, а его телефон внезапно разрядился. Каждая дополнительная подробность становится точкой, которую позднее можно проверить. При этом не стоит искать признаки лжи только в жестах. Отведенный взгляд, напряженные руки или паузы сами по себе ничего не доказывают. Люди нервничают по разным причинам, гораздо надежнее сравнивать слова с фактами и следить за изменениями в самой истории. Второй этап – фиксация версии. После того, как человек закончил рассказ, спокойно повторите основные детали своими словами. Правильно ли я понял? Ты оставался в офисе примерно до 9, потом встретил клиента, а связаться с тобой было невозможно. Потому что телефон разрядился? Здесь важна интонация. Вы не устраиваете допрос. Вы словно хотите убедиться, что ничего не перепутали. Пусть человек подтвердит сказанное, это необходимо по простой причине. Пока версия остается расплывчатой, ее легко изменить. Позже человек может заявить: «Я говорил не до 9, а около 7. Ты меня неправильно понял. Я вообще имел в виду другой день». Но после спокойного уточнения основные детали зафиксированы. Вы не додумывали их сами. Человек услышал ваше резюме и согласился с ним. Не нужно записывать разговор тайно или вести себя как следователь. Достаточно запомнить ключевые опорные точки: время, место, последовательность событий и людей, которых упомянули. Третий этап – сопоставление с реальностью.
Не спешите переходить к нему, пока у вас нет надежных фактов. Ощущения, интуиция или странное поведение еще не являются доказательством. Но если позже появляется объективная информация, не превращайте ее в эмоциональное оружие. Допустим, журнал доступа показывает, что коллега покинул офис в 5 часов. Вместо фразы «Вот доказательство, что ты соврал». Можно спокойно сказать «Я посмотрел журнал. Там указано, что ты вышел из офиса в 5. При этом ты говорил, что оставался до 9. Помоги мне понять, почему информация не совпадает. После этого замолчите. Не подсказывайте человеку оправдания. Не перечисляйте сразу все имеющиеся доказательства. И не втягивайтесь в спор в второстепенных деталях. Пусть он сам объяснит противоречие. В этой ситуации вы не обвиняете и не унижаете. Вы просто ставите рядом две вещи. Ранее подтвержденную версию и проверяемый факт. Именно спокойствие делает этот подход сильным. Манипулятору легче бороться с вашей злостью, чем с точной информацией. На крик можно ответить криком. Обвинение можно представить как ревность или недоверие, но когда вы задаете короткий вопрос о конкретном несовпадении, увести разговор в сторону становится сложнее. Однако здесь есть важное правило. Цель этой стратегии – не отомстить человеку и не заставить его почувствовать себя беспомощным. Она нужна, чтобы защитить собственные границы, проверить реальность и принять решение на основании фактов. Если ложь касается денег, документов, безопасности, работы или юридических обязательств, не ограничивайтесь психологическими приемами. Сохраняйте подтверждение и при необходимости обращайтесь к ответственным специалистам. И еще. Не каждое несоответствие означает намеренный обман. Люди забывают время, путают последовательность событий и по-разному воспринимают один разговор. Поэтому сначала ищите объяснение, а не виновного. Сила проявляется не в способности громче всех сказать «я тебя разоблачил». Сила – это умение не позволить эмоциям управлять разговором. Когда вы подозреваете ложь, не спешите раскрывать карты. Дайте человеку закончить историю. Уточните детали. Зафиксируйте его версию. Затем сравните ее с тем, что можно проверить. Иногда правда становится очевидной не после громкого конфликта, а после одного спокойного вопроса. Ты уверен, что все происходило именно так? Запомните, молчание не всегда означает слабость. Иногда человек молчит потому, что уже видит больше, чем собеседник предполагает. Если хотите лучше понимать мотивы людей, замечать манипуляции и сохранять ясность в сложных разговорах, подпишитесь на канал. Наблюдайте внимательно, проверяйте факты и не позволяйте чужой лжи управлять вашими эмоциями.